Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события до конца июля. Давайте узнаем подсказки карт. И вначале пару слов, что же у нас происходит на небесах. Или будем говорить в планетарных событиях. В июне у нас входит Венера в знак зодиака Лев. Ось отношения и финансы до 9 октября будут для нас всех наиболее актуальны. В конце июня присоединилась к этой Венере черная луна или Лилит. Кому интересно, можете посмотреть подробное видео там по всем знакам зодиака у меня есть. И есть общее видео, каковы энергии я рассказываю. Можете перейти и узнать. Уже не повторяюсь, но это какая-то турбулентность, потому что Лилит это то, что в нас дремало, или то тайное, то, что мы скрывали, или, может быть, не хотели обострять какой-то конфликт, или какое-то дело для нас, может быть, даже было непонятным, и как его закончить, продолжать, тоже неясно, и мы могли что-либо поставить на паузу в надежде, что оно как-то, само разберется. И вот как раз начинаются кармические уроки и смена кармических узлов, которые у нас происходят 18 июля. И если прежде была ось, телец, скорпион, то теперь у нас овен и весы. Что такое кармические лунные узлы? Это тоже не планеты, это определенные точки. Ось дракона. У дракона есть голова и есть хвост. Так вот, голова и вообще в сторону головы как бы мы движемся. Это основное направление. Или это у нас северный лунный узел. Он находится как раз в знаке Овна. И мы будем все ориентироваться на ту энергию, которой обладает Овен. А та энергия, которая характерна весам, это гармония, дипломатия. Мы ее словно оставляем позади. И это как, в некотором смысле проигрывающая сила. Поэтому середина июля с 18 числа, а кто-то это почувствует раньше, вот какой-то напор, импульсивность, еще харизма, индивидуализм ярко выраженный. И в хорошем смысле для людей нерешительных или даже для тех из нас, кто оставлял какую-то свою мечту, дело на потом, или какой-то проект, опять же, о котором всегда грезил, но почему-то он как-то отходил на второй план, это то, что мы называем не время. Вот я сейчас сделаю что-то наиболее важное, а вот потом я уже приступлю к своей мечте. Так не бывает никогда. И вот это как раз то время, когда мы смотрим какой-то своей правде в глаза. Какие-то наши внутренние ценности, принципы. Мы понимаем, что для нас на самом деле это очень важно. Есть где-то в этой позиции смысл победа любой ценой, а победителей не судят. Но это на самом деле вот такие энергии будут в социуме где-то, это будет и нас касаться. Но есть еще один аспект. В конце июня присоединилась, если мы говорим, Лилит к Венере. И всегда, когда Лилит присоединяется к планетам, это есть, когда тайное становится явным или какие-то неожиданные события. Какая-то, в принципе, турбулентность, которая, знаете, может выражаться в какой-то даже стихийности, неожиданности. И поэтому мы должны держать руку на пульсе. Это та обстановка, которая словно вокруг нас. Это какие-то новости внезапные, неожиданные совершенно. И если мы говорим, здесь отстраивается новый порядок вот в отношении какой-то иерархии или структуры, или может быть, того самого порядка могут происходить вот такие вещи, о которых мы даже не думали. Это, повторюсь, было в Венере в конце июня, и теперь это повторяется в конце июля, мои дорогие козероги. Почему? Да потому что 19 числа Солнце входит в знак Льва, а Лев это у нас как и Марс. Солнечная энергия, яркая, такая горячая, страстная. И к Солнцу присоединится Лилит, и какие-то проблемы снова словно обострит. Или то, что в нас дремало, нам захочется высказать, или как-то вынести словно на поверхность. Может быть, проговорить какие-то вопросы, в хорошем плане реализовать какой-то свой проект. Но, повторюсь, это может быть еще и какая-то обстановка вокруг нас, которая где-то на грани фола, поэтому собой мы не рискуем и будем очень внимательны. И 23 числа июля
Венера переходит в ретроградное движение, возвращая нас опять к каким-то прежним вопросам. Или какие-то бывшие люди, может быть, или родственники, или далекие друзья могут появиться в нашей жизни. Или те дела, которые мы не завершили, как будто нужно будет завершать, они каким-то образом тоже могут, ну, появиться в нашей жизни, чтобы мы, может быть, все точки над «и» расставили. И 23 же июля Лилит присоединится еще и к Меркурию, потому что еще и Меркурий у нас тоже присоединяется к этой дружной компании, и получается очень много игроков на небосклоне, которые в целом могут создавать вот такую хаотично-турбулентную ситуацию. Безусловно, светила влияют на нас. И светила, и планеты, и те даже, пусть не планеты, Лилит это не планета, это дальняя точка орбиты Луны, но уже подмечена годами, что каким-то образом конфигурация в соотношении с планетами оказывает влияние на наше внутреннее чувство, то скрытое, то, что мы как бы не афишируем. И если мы говорим присоединение Лилит к Меркурию, а Меркурий у нас как раз за информацию отвечает, тут может быть как и всплеск информации, так и где-то всплеск фейков. Поэтому будем внимательны. Не доверяем сразу первому услышанному как информации или какой-то новости. Нужно рационально, хладнокровно относиться абсолютно ко всему. Надо сказать, и мошенники не дремлят. Меркурий у нас отвечает еще и интернет. И если сегодня платежные системы какие-то электронные, мы тоже уже в последнее время сталкиваемся. Нет-нет, да и дают сбой. И по Лилит такое тоже может быть. И поскольку Венера еще вдобавок ретроградная, есть опасность словно потратить деньги совсем не туда, куда мы собирались, или приобрести что-то, что в последующем мы быстро разочаруемся и скажем, да зачем я это купила, или, может быть, это у нас сломается, или просто проучаствовать в каком-то проекте, и деньги вот как на ветер. То есть есть определенный риск финансовый, и это тоже для нас определенная задача быть внимательному, как и к информации словом, как и к своим финансам, как и к собственным мыслям и к тому, что происходит вокруг. Я должна сказать, что не всегда планетарные прогнозы совпадают с прогнозами по картам Таро. Вот чаще как раз вообще полярные какие-то показатели, будем говорить, да. Иной раз бывает по планетарным событиям может как раз проходить какая-то такая счастливая полоса. А на картах смотришь, а нет, там как-то совсем по-разному получается. И, кстати, и наоборот-то тоже. Поэтому давайте посмотрим, призовем в помощь интуицию. Плюс, я так думаю, у каждого ведь все равно своя личная жизненная история и обстановка вокруг. Ну вот если сложить ту информацию астрологическую, которую я дала, и то, что нам сейчас покажут карты, какие-то подсказки для вас, мои дорогие козероги, определенно будут. И мы зададим вопрос, что придет, а что уйдет. Чем дело кончится, а чем сердце успокоится. Что от меня скрыто. И достанем 3 карты, как 3 события, или одно событие, может быть взаимосвязано. Ну что-то нам пусть скажут карты до конца июля. Итак, что к нам приходит? Ну, прекрасная карта, 10 пентаклей. В ней все. И семья, и взаимопонимание, и финансы, и теплый уютный дом. И значит, это где-то вопросы личной жизни могут быть у вас на первом плане. Вопросы, связанные с вашими детьми, может быть. Финансовые вопросы, безусловно, вот к решению. Вот то, что все в целом составляет наше благополучие, оно как будто к нам приходит. И надо сказать, ведь это по максимуму 10. Мы подводим какие-то итоги. Я понимаю, энергетика может быть у каждого какая-то своя, но есть определенный шанс решить эти самые вопросы. Может быть, какую-то брешь финансовую закрыть, может быть, вполне вероятно, или как-то правильно распорядиться с деньгами. По крайней мере, возможности такие есть. Конечно, все зависит от наших приложенных усилий. Но я так вижу, мои дорогие козероги, что для вас как раз более такое полноценно благополучное время, как будто приходят и деньги, и счастье, и решение каких-то проблем, может быть, имущественных, может быть, финансовых, может быть, семейных, или просто ваша личная жизнь. Ну, тоже, которая через какие-то подарки, может быть.
А что уйдет, мы спрашиваем. Знаете, тут можете финансовый вопрос какой-то решить. Или все-таки это у нас туз. Здесь есть и риск, кстати, вот в том контексте, как я сказала, потратить деньги, словно слить какую-то сумму. Может быть, и не самый хороший глагол, но, тем не менее, короткий и ясный. И он говорит о том, что потерять буквально деньги мы не должны. И это ведь в позиции, когда что уйдет. Знаете, значение этой карты, оно точнее, есть еще, которая нигде, кстати, не прописана, но тем не менее проигрывается. Проигрывается у меня, к примеру. И я знаю, что из моих подписчиков мне уже несколько раз писали, что тоже это проигрывается. О чем я? Приходит нам какая-то новость, которая нас как будто обескураживает. Или на какой-то момент мы можем замереть. То есть мы совершенно не ожидали, мы что-то распланировали, мы уже где-то, кстати, часто это бывает в тот период, когда у нас, в принципе, ничего не предвещало, как мы говорим. И вдруг приходит известие, которое вот коренным образом меняет какие-то планы, что-то ломает из того, что мы себе запланировали. И на какой-то момент, словно стопор, мы можем думать, ну и что теперь дальше, что с этим делать. Потом, когда проходит время, мы понимаем, для чего это было нужно. То есть для чего-то нам открывается новая дорога. Но начинаются эти возможности совершенно не тем методом, путем, как мы бы могли это предположить. Поэтому вот будьте, пожалуйста, внимательны. Тут у кого-то могут быть известия от родственников, ведь похож на рулетку у нас этот пентакль, как колесо фортуны. И поэтому, знаете, как его величество случай или судьба, или какой-то, назовите, кармический урок, он действительно может ворваться в нашу жизнь и что-то нас заставить доделать, переделать какой-то вопрос, либо решить, либо в чем-то поставить точку. Но в целом как бы деньги-то будут, это точно, а кто-то может из вас получить кредит в банке. Вполне вероятно. Чем дело кончится? Дело не кончится. Дело кончится тем, что у вас будет большой выбор. И вам надо будет, как раз вы как будто на пороге. Посмотрите, как в этой карте наглядно, красиво изобразил художник. Человек у нас стоит и руками развел. Боже, куда же мне, да, глаза разбегаются. Но что-то нужно выбрать одно. Как и часов в сутках нам не хватит, чтобы осуществить все свои цели и намерения и желания. Да и сил, наверное, тоже. Поэтому на самом главном нам придется определиться. Но возможностей будет много, чем дело кончится. То есть это что-то может и закончиться, и тут же как будто начаться заново. Какие-то возможности у вас появляются. А с чем сердце успокоится, правда? Новые возможности появляются. Вот она. Карта шута или нулевой старший аркан, и в этой колоде это называется хаос перед началом творения. И вот точно этот период можно так охарактеризовать. Обратите внимание, шут идет под ноги, не смотрит. Он себя уже представляет на каком-то другом берегу, он уже в другой как будто реальности. С одной стороны, это помогает. Это карта вдохновения и уверенности в собственных силах. Но мы не шут, мы должны смотреть под ноги. Он находится практически на краю обрыва. И вот эта белая собака, которая, кстати, белый цвет в этой колоде, символ чистоты и искренности, она его словно останавливает. Но вообще это прообраз Анубиса. Это где-то наша интуиция, назовите это так, которая нам может давать вовремя правильные подсказки. Поэтому не игнорируйте свое шестое чувство. И если вам придет такой интуитивный посыл, что нет, лучше это дело не продолжать. Скорее всего, лучше не продолжать или поставить на паузу и посмотреть, как будут развиваться события. Сердце может успокоиться в том плане, что перед нами как бы новые возможности просто открываются. Но просчитать свой риск мы совершенно точно обязаны, мои дорогие, потому что мы можем конкретно по этому аркану с чем-то сглупить, чего-то не заметить, чем-то вдохновиться. И как раз рядом семерка кубков – это карта иллюзорного успеха. Вот в какую-то иллюзию мы не должны попасть. И повторюсь, особенно по части финансов. Что скрыто? Ну, знаете, сказал бы, с одной стороны, это может быть, часто по кубковым картам двора проходят наши близкие. И неважно, кто меня сейчас смотрит, девочки, мужчины, это могут быть наши супруги, безусловно. И что скрыто? Может быть и скрыто что-то, может быть и есть то, что вы как новость узнаете от вашего ближнего или
какая-то новость по поводу вашего близкого человека придет. Может быть и так. Но сказать, что это какое-то преднамеренное что-то вот скрывают, я все же по этой карте не могу. Хотя, с другой стороны, король кубков у нас великий манипулятор. Его сильная сторона в том, что он умеет находиться одновременно в двух энергиях. Он умеет транслировать где-то дружелюбие, лояльность, но и с другой стороны у него есть кубок. Он умеет эти эмоции, если время и место позволяет, то есть если он среди, вот как по первой карте, среди близких людей, среди тех, кто его любит, кто к нему искренне относится, он как раз свои словно иносказательно, конечно, чувства, он их проявляет, достает из этого кубка. Но когда вопрос касается финансов или какой-то материальной составляющей, он умеет быть хладнокровным, жестким, а если надо, то и злым. Он где-то умеет просчитать свой риск, потому что он обладает великолепной интуицией и умеет находиться как маг, наверное. Но у мага 4 энергии, а у короля кубков 2 энергии, но он ловко между ними переключается. И посмотрите, несмотря на то, что, казалось бы, кубки – это чувство, но вот он один кубок, а сама карта достаточно холодная. Может быть, это какие-то новости, даже, допустим, от вашего супруга или супруги, или в ее семье, среди ее родственников какие-то, ну, придут новости, которые вы пока еще не знаете оба. Вот такое тоже может быть. А может быть, вы и столкнетесь с таким человеком, который, ну, не ваш близкий, а просто где-то с человеком, который умеет вот так вот ловко быть в двух энергиях, как бы транслируя какое-то дружелюбие, оставаться на своей холодной волне, расчетливой. Ну, значит, и вам надо быть в этих энергиях. И что-то мы не должны прогадать, просчитать. Да, вот опять верхний ряд. События. Действуйте по закону, по справедливости. И если вам что-то предлагают, или у вас получается какое-то дело, как будто, да, само идет в руки, значит, нужно узнать сторону вопроса со стороны, как бы вот юриспруденции или со стороны закона. Мы должны поступать по закону, когда выпадает этот аркан справедливость. Я говорю, мы даже улицу переходим в том месте, где нужно, а не там, где всегда. Потому что закон тогда, он как будто на нашей стороне. Мы не должны его даже в минимуме нарушать. А если вопросы стоят по поводу вообще каких-то разбирательств или ну, какие-то соглашения вы пытаетесь достигнуть, да, может быть, даже через суд, у кого-то это может быть и вполне вероятно какая-то ну, история в суде. И тогда нам карты говорят конкретно, они не говорят о каком-то завершении. Вот прямо в июле, может быть, у кого-то и завершится, вполне вероятно. Но у кого-то рядом с тузом мечей, может быть, и начнется как раз. Если какая-то история из прошлого ну, закончилось так себе, как-то непонятно. Есть такие законы, которые по прошествию времени, тем не менее, работают тоже за давностью срока. То есть может быть инициирован какой-то вот такой процесс. Увы, я надеюсь, это не проиграется, но озвучить я это должна. И тогда мы должны обратиться к тем специалистам, которые в этих законах как раз разбираются. И сами должны быть предельно внимательны. И весы у нас изображены. Сохранять эмоциональный баланс для нас будет очень важно. Для кого-то туз мечей это как какое-то предложение, может быть, безусловно, но у нас рядом принц мечей, и часто по принцу мечей вот в этой колоде называется бунтарь без причины. Мы можем столкнуться вот с такой какой-то стихийной совершенно энергией или с человеком, который обладает определенным напором, с которым невозможно договориться. И, кстати, как совет, держись сторонним наблюдателем, как будто доказать ты там ничего не докажешь. А вот в какое-то дело не быть втянутым, опять же, карты все три говорят с учетом справедливости, определенно смысл есть. Поэтому собой не рискуйте. Здесь ведь может быть подана какая-то идея, знаете, как истина, и в последней инстанции буквально так. И люди, те, которые проходят по принцу мечей, они умеют убеждать. Они убеждают в том, что они правы. Причем делают это настолько профессионально, что мы даже ничего не заподозрим. А может быть, и человек сам верит в это искренне. Почему нет? Ну, значит, кто бы во что ни верил, доверяй, но проверяй, это будет ваш девиз. И надо сказать, одновременно по принцу мечей, в хорошем смысле, карта проигрывается, когда мы ищем информацию. Мы сами пытаемся докопаться до этой истины.
до сути вопроса, и у нас это получится. Может быть, до какого-то закона, или как обустроить правильно какое-то дело, или я участвую в каком-то деле, и каковы мои перспективы. Но определенно есть какие-то предложения и есть какой-то выбор. У каждого как-то по-своему будет проходить, мои дорогие козероги. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.